Всем привет! Сегодня я попробую вам показать, как закрыть вот эту вот заднюю стенку. У нас здесь, как видите, труба мешает. Мы вырезали в шкафчике под трубу газовую такой вот проем. И теперь у нас шкафчик сел. Но теперь вопрос, как одеть заднюю стенку. Ну, есть такой вариант, просто разрезать здесь и отдельно здесь и прибить, а сзади будет, сзади вот этой трубы будет у нас дырка. Такой вариант тоже можно рассматривать, если нет другого способа, либо не хотите заморачиваться с этим вопросом. Я же хотел, чтобы было эстетично, потому что видите сами, что какой здесь страх и ужас. Но в принципе, как для зрителей, я хотел бы сделать конфетку. Что мы для этого сделаем? Для начала, в принципе, более-менее отрегулировали мы петли, чтобы мы понимали, что у нас хорошо садится этот шкаф на штангу, на шину. Вот. Ну и для того, чтобы это все закрыть, ну и естественно, чтобы вы понимали, что у нас там никто не залезет, вот эти вот жучки, паучки, тараканы. Вот, нам необходимо как-то эту стенку закрыть. Что мы для этого делаем? Ну, для этого мы делаем следующее. Мы заднюю стенку наклеим на двухсторонний скотч. И где-то, может быть, если получится, задавим гвоздями. Для того, чтобы двухсторонний скотч со временем он пересыхает и может отстать, либо же при запихивании всяких там круп, тарелок, естественно, задняя стенка может просто выдвинуться. Ну, допустим, в этом месте она никак не выдвинется, она здесь упирается в плитку, а вот дальше у нас она просто будет в воздухе. Еще такой момент, пока для тех, кто вырезает вот эти вот будет или планирует вырезать под газовую трубу, учтите такой момент. Я встану наверх. Здесь расстояние от трубы было 5,5, здесь уже идет 6, а здесь 6,2, там 6,3. Точно так же ось она не выдерживается. То есть если здесь 43 начало, здесь 43,5, а здесь 44 начало зареза. То есть труба ни в коем случае, если вы там вдруг захотите на производстве заказать вырез аккуратный, ни в коем случае так не делайте. Вы никогда не угадаете, где у вас именно станет этот вырез. Влево-вправо, даже если вы по 5 мм сделаете шире вот этот зарез, вот, вы можете не попасть в эти размеры. Вот, поэтому зарезайте лучше на месте. Ну, все, начнем тогда работу. И я снимаю этот шкафчик. Он не будет мешать.
Теперь мы будем вешать этот шкафчик. Но с учетом того, что нам надо заложить сюда еще заложить сюда ДВП. Теперь самое важное сейчас вот оно. Придется равняться по одной стороне и ее зажимать. Так. Так. Ну, вроде бы поджал. Получается, у меня вот эта вот левая сторона, она уже поджата. Теперь осталось еще правую сторону поджать. Ну и у меня еще снизу, видели, да, красная ленточка не снята, чтобы зафиксировать низ. Поэтому я сейчас буду фиксировать полностью все детали. Я, в принципе, могу снимать эту ленту. Хотя вот иногда я думаю, может, и надо было ее снять в самом начале. Ай-яй-яй. Где-то еще отлипает. Так. Раз. В принципе, там, где плитка, вот это вот внизу, где я не снял, тут оно никогда не отожмется, потому что упирается в плитку. И оно
быть всегда зафиксировано. Но лучше, конечно, когда периметр полностью захвачен. Все, есть. Так. Ну что, прижимаем. Так. Не знаю, как я это все сделаю, но каким-то образом мне это все надо поджать. Как бы рука туда, она не пролазит для того, чтобы поджать с той стороны. Придется мне с этой стороны как-то засовывать что-то узкое, какую-то палку и поджимать точно так же и снизу. Я буду засовывать что-то, какую-то палочку для того, чтобы поджимать правый ряд. Так, мне надо какое-то время для того, чтобы... Это я уже что-то вижу наподобие. Так. Не знаю, насколько эффективно, но все же оно есть, и я могу этим воспользоваться. В принципе, почти зафиксировал. Я еще пройдусь чем-то таким более, может быть, объемным для того, чтобы найти. Но в целом, конечно, вид намного лучше, чем если бы, вот представляете, здесь вот такой вот разрез по всей длине. Ну и с этой стороны точно так же разрез, потому что нам надо одеть вот этот шкафчик. Но иногда бывает и такое, что либо не додумывается никто, либо нет другого варианта, либо говорят, что да нет, оно отстанет. Вот. Ну, если, допустим, ну, в принципе, держится. Вот. Если запихивать туда крупы или тарелки и пытаться влезть в другую комнату, то понятное дело, что можно выдавить все что угодно. Даже саморезы со временем они выпадают с отверстием. Поэтому решайте сами, делать вам такое или не делать. Вот. Но мне это такой вот вариант больше всего нравится. Я думаю, что и вам он понравился. Если вам понравился, ставьте лайки. Если не понравился, пишите в комментариях, потому что мне очень важно знать ваше мнение, что вы по этому поводу думаете. Делать так или не делать, или это косяки такие вот. Но на самом деле, ну, если я считаю, что это отличный вариант для того, чтобы закрыть заднюю часть вот такую вот некрасивую, потому что, ну, вы видите, что
можно это все сделать. Но в дальнейшем я, конечно, хотел бы еще показать вам всю кухню. Вот, и чтобы вы дали оценку этой кухни, потому что ну, вот, стены у нас не шпаклеваны, ничего не сделаны, то есть ободрали все, что было когда-то. Здесь будут панели, поэтому не переживайте, все это закроется. Вот, и кухня будет еще на высшем уровне. На этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь. Всем пока.